Події, які ви побачите в цьому відео, відбувалися в далекому 2018 році. В наступному році було взято інтерв'ю у всіх учасників тих подій. Все це було задовго до повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої рідної України. Ми всі добре розуміємо, любимо та поважаємо українську мову. Але так історично склалося, що принаймні на той час більшість жителів нашого славетного міста Дніпра, як і велика частина жителів Сходу та центру України, розмовляли російською. Але це ніколи не заважало нам любити, зберігати та поширювати саме українську танцювальну культуру. Зрештою, всі люди в Україні почнуть природньо розмовляти українською. Цей час обов'язково настане, і ми до цього прийдемо. Ми підтримуємо розвиток і поширення української мови, особливо коли це робиться мудро, щиро та від серця. Але ми проти примусу та насилля щодо вибору мови спілкування звичайних людей у звичайних обставинах та поважаємо свободу волі кожної людини. Вітаємо на каналі народного ансамблю танцю «Радість». Наш ансамбль був заснований в далекому 1949 році та впродовж свого довгого та насиченого, більш ніж 70-річного творчого шляху здійснив дуже багато подорожей. Брав участь у безлічі фестивалів різного рівня, як на Батьківщині, так і у багатьох країнах світу, гідно представляючи українську танцювальну культуру. Але подія, яка відбулася у житті нашого колективу рівно 5 років тому, 4 жовтня 2018 року, була самою значною з 1990 року, коли ансамбль «Радість» представляв ще тоді радянську Україну в турне по містам Іспанії та Канарських островів. Совєтика, конкретamente ucraniano, групо фольклорико «Радость», «Алегрія». Через 28 років після того, в 2018-му, ми вперше відвідали Сполучені Штати Америки. Радість в Америці! Не просто відвідали, а проїхали 6 тисяч кілометрів по території 13 штатів та за 26 днів дали 19 концертів в 14 містах США. Це було неймовірне диво як для самих учасників тієї подорожі, так і для тих, хто, залишившись на Батьківщині в славетному місті Дніпро, підтримував тих представників ансамблю, які для величезної кількості простих американців стали справжніми культурними послами України. Тож давайте познайомимось із групою учасників нашого ансамблю, яким випало на долю здійснити незабутню подорож, і за пригодами яких ми будемо спостерігати в циклі відео про ті дивовижні події. Меня Артем зовут. Тёма. Кирилл Михайлович Дячок. Скробота Евгений Александрович. Даша, в простонародье Семен. Меня зовут Катя Катюк. Меня зовут Карина. Нюнин Роман. Катюк Дарья. Меня зовут Яна. Меня зовут Емец Вероника. Меня зовут Масич Настя. Меня зовут Бабенко Полина. Меня зовут Алексей, займаюсь комп'ютерною графікою, анімацією і відеомонтажом. Також разом з нами їздив Лисенко Ярослав, який за кілька місяців до поїздки переїхав до Києва. Тому, на жаль, інтерв'ю з Ярославом не було записано. До речі, у Києві Ярослав був прийнятий до підготовчої школи студії ансамблю імені Вірського, і яку на цей час вже успішно закінчив. Я танцую с 5 лет вообще, а в коллективе «Радость» танцую уже 3 года. В этом коллективе я танцую 4-й год, наверное. Это уже 11-й годик пошел. Я уже такой взрослый. 13 лет. Танцую уже 12 лет. Я танцую с 6 лет. Уже почти 14 полных. 20 лет уже. Я танцую уже больше 15 лет. С 4 лет. Около 12 лет. Где-то 11-12 лет уже. Я танцую уже около 16 лет. Танцы – мое основное хобби, но помимо танцев я очень люблю учиться. Я изучаю иностранные языки, увлекаюсь, то есть учеба. Кроме танцев я еще занимаюсь искусством. В плане я рисую маслом на холсте. Очень сильно люблю ездить на велосипеде, но поскольку уже очень холодно, это становится труднее. Увлекаюсь пайкой по разные схемы. Пока учусь только. Ну, я люблю боксировать. Ладно, я занимаюсь боксом помимо танцев. Ну, и люблю еще в компьютер поиграть, когда есть свободное время. Военными штучками. Стрельбой, борьбой таким. Тексты пишу. Стихи иногда, но это такое. Кроме танцев я увлекаюсь, люблю спорт.
Люблю футбол, бокс, новости, следить за новостями, читать. Увлекаюсь немного психологией, готовлю, если есть время. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Я играю на пианино. Закончила... Нет, не закончила я музыкальную школу, я просто ушла. Но я сейчас играю для себя. Провела свою жизнь в бессмысленном просто месте. Это музыкальная школа. Сколько там, 6 лет на этом фортепиано дебильном играл. И много лет изучала английский, но что-то не пошло оно у меня. Ну, я хожу на английский. Мне нравится это, изучать иностранный язык. Ну, еще люблю рисовать. Играю в волейбол и, наверное, рисование и пение, да. И я живу танцами. Танцы моя жизнь. Ця дивовижна подорож стала реальністю завдяки програмі культурного обміну Golden Gates – фонду воз'єднання культур. Про діяльність цього фонду, який в ті часи називався Дитячий фонд Ротарі, та його унікальну програму Golden Gates ми зробили окреме велике відео, яке ви можете подивитися на YouTube-каналі фонду, по посиланню в підкасті або в описі, але можете не поспішати, наприкінці цього відео буде велика кнопка із посиланням на відео про цю програму. В сентябре 2017 года, вернувшись из поездки в Болгарию, где наш коллектив получил гран-при на международном фестивале, я вдруг получил приглашение принять участие в программе культурного обмена Golden Gates. Мы хотим, чтобы уникальность культуры вашей страны была представлена в нашей программе. В случае положительного решения художественного совета и руководства нашего фонда специально для вас будет подготовлена уникальная программа поездки, в которой вы достойно представите культуру вашей страны и получите массу незабываемых впечатлений на всю жизнь. Честно говоря, предложение было похоже на нереальность. Тем не менее, я составил письмо, в котором изложил все то, что может представить наш коллектив, и через некоторое время получил одобрение от художественного совета программы на то, что мы будем рассмотрены в качестве участников программы. А когда стало понятно, что возможность поехать в Соединенные Штаты все-таки существует, и наш коллектив сможет представить там украинскую культуру, моей радости не было предела. Когда я наконец понял, что это все реально, я пришел на репетицию и рассказал ребятам. Ребята, сказал я, не хотите ли вы поехать в Америку? Как-то я пришел на тренировку, и нам такие сказали: ребята, а не хотите поехать ли вы в Америку? Я сначала не поверил. Вы бы видели эти глаза, вы бы видели эти лица. Естественно, никто не поверил, и все подумали, что я шучу. Я думаю, это развод какой-то. Но тем не менее, постепенно, когда я стал все больше и больше рассказывать, интерес ребят возрастал. Оказалось, что это правда. Мои первые мысли сначала было, то есть нам врут, это какой-то обман, нас заведут в рабство. А потом, когда я поняла, что это реально, сразу... Я был мало шокирован, потому что я никогда нигде так далеко не был, только в селе. Просто было интересно посмотреть, как живут за границей люди, такие же, как я, только чуть по-другому говорят, на другом языке. Конечно, появилось большое желание туда поехать, увидеть страну. Я думала, что я не поеду. Когда папа поднял 2 руки, когда спрашивали, кто поедет, то я удивилась. Безусловно, я была безумно рада, очень довольна. Я максимально хотела туда попасть. Я надеялась, держала так пальчики крестиком, чтобы мы только туда действительно поехали. Я сразу подумала, что по-любому мы туда не поедем. Но потом, когда было собрание, и мама сказала, что мы поедем, я все равно потом ничего не понимала. А уже когда нам визу дали, то вообще было именно взрыв мозга. И учитывая то, что у нас там 2 года назад состоялась поездка в Болгарию, да, ближайшее заграничье, то я подумал, Америка, серьезно, надо все делать для того, чтобы попробовать туда попасть. Я сначала понимала, что у меня мало шансов поехать, потому что есть более старшие, более опытные танцоры. Но когда я узнала, что я поеду, я очень радовалась. Я думала, я сначала не поеду, потому что, были многие старшие девочки, их очень много. Я думала, что они поедут, а мы потом как-нибудь потом. Но потом, когда я узнала, что, я смогу поехать, конечно, я очень сильно обрадовалась, не верила, потому что я смогу поехать и тоже поучаствовать и потанцевать. Не верила, до последнего не верила, что мы сможем туда попасть, потому что мы думали, что это слишком трудно, слишком сложно. Но в итоге у нас получилось, и когда мы прилетели в Америку, мы даже не могли поверить, что мы там. У меня была такая мечта, но я не думал, что она осуществится так быстро. Честно, как и все, я мечтала, и внутреннее чувство было, то, что каким-то путем я туда попаду. Каким я не знала, но я это чувствовала. Да, в мечтах, во снах. Я всегда там была. В Америке, всю Америку объездила.
Это была моя мечта. Вот серьезно, это была моя мечта. Эта мечта сбылась. Я, если честно, до этого даже не думала, что мне хочется в Америку, и я не была увлечена ей. А вот после того, как мы съездили, мечты побывать там еще раз присутствуют. У меня в планах были то, что после учебы как-то собираю деньги и поеду туда. Но о станции вообще не думала. Ну, я думала, что когда там уже вырасту, выучусь, может, поеду. Там, когда вырасту, только уже где-то в университете, если не потом. В будущем, в дальнейшем, да, я себе ставила такую цель побывать в Америке. Трепетно мы готовились, мы много репетировали. Также готовили костюмы. Собирал вещи, думал, что взять с собой вообще. Надеялся, что визу дадут, но ее все-таки дали. Если бы не дали, я бы не поехал. Делали отдельные репетиции, просто чтобы репетировать концертную программу для Америки. Очень долго репетировали все, потому что у нас же большие масштабные номера, и нам приходилось их делать на меньшее количество пар, и именно с тем составом, который будет ехать, поэтому мы собирались в другие дни или оставались после репетиции для того, чтобы репетировать номера, которые мы повезем. И поскольку нас предупредили то, что концерты будет их очень много, будут переезды со штата в штат, конечно, готовились и морально, и физически. Ой, мы танцевали. Тщательно упаковывала свои вещи в чемоданчик, чтобы все поместилось, чтобы ничего не забыть, главное, потому что там все дорого стоит. Кстати, помещалось тогда нормально, туда так легко засунула, все села, поехала. И по весу было все чудненько. Ой, учитывая то, что я учусь в университете, эта подготовка была сложной, но отступим от этого. Мы много занимались, танцевали. Мне было тяжело, у меня был до этого большой перерыв танцевальный. Я старалась работать в 2 раза больше. Но основной был упор на выносливость, силу и на эмоциональную стойкость. Вообще практически никак не готовился. Почему? Ну, мысленно я был готов, а вот как-то так вот делами не особо. Ну, для того, чтобы достойно представить коллектив, нашу группу, нашу делегацию, я усердно готовился физически. То есть, а так особо подготовки не было. Собирались в зале, репетировали, дома себя морально настраивал. Почти каждый день мы до Америки репетировали. Но когда я знала, что там были девочки, которые были посильнее в танцах, и я пыталась догонять всех, чтобы тоже не отставать. И мы когда танцевали, не было какой-то разницы видно. Мы собирались все вместе, хотели получить визу. Это сделать было очень нелегко, нужно было много документов. Для того, чтобы все получили визу, для того, чтобы мы все составом, который был запланирован изначально, поехали. И слава богу, у нас действительно все получилось. На все подготовки, на все дела шел практически год. И вот через год мы уже посетили Соединені Штати. А як саме проходила ця неймовірна подорож в 2018 році, дивіться в наступних серіях.